Привет всем! Сегодня рассказ про новый подвиг кошки Пуши. Это у нас кошка Пуша, вы ее все отлично знаете. Она раз в неделю должна совершить подвиг. Такой у нее принцип. И подвиг будет совершаться здесь. Ну, это наши новые жители, которых я вам в прошлом ролике представил, и которые тут постоянно теперь. А подвиг будет совершаться здесь. Вот это характерное дерево. Мы его посадили в свое время, веточка была, она выросла, вот там палку поставили рядом, привязали, чтобы она за нее держалась. И вот смотрите, какое странное дерево. Палка обмотана специальной веревкой, чтобы кошки когти драли, а само дерево в целлофане. Тут сначала было наоборот, обмотали дерево, чтобы она его не драла, Пуша. Но дереву в этой веревке не очень хорошо, она все равно драла. И мы поступили по-другому, обмотали палку, вот она дерет эту палку теперь, а дерево ее не очень интересует. Ну, пусть Пуша планирует свой подвиг, а мы тем временем едем недалеко, полчаса езды от нас, это Каринтия, мы едем в замок Хох-Остервиц. Это направление города Санкт-Вайт. Чем примечателен этот замок? Во-первых, он красивый, это открытка готовая, он великолепный, как и город Санкт-Вайт. Вот мы уже приехали в этот город, это средневековая столица Каринтии, там за крепостной стеной очень такой красивый старый город. И вообще городок очень-очень-очень симпатичный, я про него вам как-нибудь расскажу более подробно. А пока мы едем к этому замку. Этот замок в свое время строился именно для охраны Санкт-Вайта и всегда имел важное военное значение. То есть наверху, там, сказать, короли, герцоги, никто не жил. Это всегда был военный гарнизон, и там же могло спрятаться население в случае некоторого нашествия. И такие нашествия регулярно случались. То есть первые упоминания это 9 век, потом 11-12 век народ там прятался. Народ там прятался во время Венецианско-Венгерской войны, такая была. Ну а основные штурмы замок выдерживал со стороны турок. То есть турки там многократно все нападали, но этот замок чем примечателен, что он никогда не был взят. То есть он настолько хорошо сделан, что его взять никогда не удавалось. Это скала 160 метров. Вот видите, это современный лифт-подъемник, а вот это семейство Кефенхюллеров, которые владеют этим замком. И вариант подняться у нас два варианта. Вот смотрите, есть дорожка по краю скалы с воротами или есть лифт. Вот видите, народ поднимается на этом лифте. Он стеклянный, то есть ты поднимаешься, видишь по сторонам. Все очень красиво. Ну, вот так это выглядит. То есть все это приделано к скале, и вот там такой лифт, он поднимается, опускается. Ну, тоже интересно. Ну, скала, сами вы видите, что скала абсолютно неприступная. То есть там мы легких путей искать не стали и пошли пешком через ворота. Вот всего ворот 14 штук. И они все были модернизированы вот в сегодняшнем виде. Это 16 век, вторая половина 16 века. Ну, вот вариант, видите, идти через ворота или карабкаться вверх. Карабкаться вверх абсолютно бесполезно, то есть там вертикальная скала. Там все это старина, конечно, неимоверная. Все это в очень хорошем виде. И вот про эти ворота все объясняется. Вот какие это ворота. И когда они были вот в нынешний вид приведены, вот эти мостики, они все вот эти мостики, они падающие, поднимающиеся. То есть, если кто-то пытается там зайти, этот мостик просто перестает существовать, или его или поднимают, или он просто проваливается в пропасть. В пропасть, ну, можете посмотреть сами, что это за пропасть. То есть провалился все с концами, значит. И окрестности. Окрестности это Каринтия.
Типичный пейзаж, то есть поля, горы, леса и неприступные стены. Сколько труда все это стоило, сколько столетий все это возводилось, это, конечно, ну вот ангельские ворота. Сначала они были сделаны в XII веке, а потом в 1577 году их перестроили. То есть, что такое ворота? То есть, наверху солдаты, там есть всякие вот, чтобы лить, чтобы оттуда стрелять и так далее. И они держали оборону ворот. То есть, вот 14 рубежей. Фактически каждый ворота это рубеж. Не взяв одни ворота, ты не попадаешь к следующим. И так далее, 14 раз. Ну, соответственно, можете себе представить, то есть, поэтому можно делать современную игру компьютерную, и это будет не самая плохая игра. Преодоление рубежей замка Хох-Остервиц. Вот очередной мостик, который или провалится, или поднимется. И вот когда ты уже подбираешься повыше, ты сталкиваешься вот с такими неприступными стенами и крепостью на самом верху. То есть вот либо ты идешь через ворота, либо ты по этой стене пытаешься куда-то там вскарабкаться. Но это тоже такое не для слабонервных, конечно, мероприятие. Но этот замок за всю свою историю был многократно турками, вот особенно турки усердствовали, он никогда не был взят. А вот мы видим, там есть церковь, эта церковь там, тоже там 12 век, кажется. И замок сейчас в очень хорошем состоянии. Вот эта семья, которая им владеет, она, в общем-то, владеет не только этим замком, они владеют Ланскроном, который был такой замок, построенный для развлечения, то есть как резиденция на озере. Он не имел военного значения. А вот этот замок был чисто военный. И наверху сейчас там проводятся рыцарские всякие турниры такие. Там можно заказать, снять этот замок, можно провести там свадьбу. Ну, в общем, там всякие мероприятия там проводятся. И что у нас Пуша? Пуша у нас все обдумала, все спланировала и сейчас начнет действовать. Вот. И на помощь ей, естественно, идет Вилли, потому что одна голова хорошо, а две головы значительно лучше, особенно если вторая голова такая, как Вилечкина. Ну, вот Вилечка подошел, они там совещаются, они думают, как они все будут делать. Пушка разминается, вот, дерет когти, готовится, и скоро вы увидите новый Пушкин подвиг. А вот это интересно, это падающий мост. То есть он находится внутри ворот. То есть вот ты ворвался в ворота, а потом мост берет и падает вот туда. И ты вместе со всеми там лошадьми или с чем ты там вошел, ты падаешь вот туда. А это другой такой, другие ворота, ловушка. То есть ты заходишь внутрь, а вот там сверху есть люки. И через эти люки на тебя начинают лить раскаленный металл, там, кипяток, стрелять из лука. Там стоит пушечка, которая тоже будет в тебя стрелять. А вот эти интересные ворота опускаются и как бы ну, все удовольствия. То есть попавший вот внутрь этих ворот, он, конечно, ему предстоит пережить, ну, вот такие, они деревянные, но окованные металлом. И, наконец, мы прошли все ворота и вот поднимаемся. Это уже подъем к замку, к верхней площадке. Ну, площадка, видите, там зонтики, народ сидит, там есть музей, можно зайти посмотреть все это старинное оружие. Там можно выпить пиво, можно хорошо перекусить, там неплохой ресторан. И там смотровые площадки, куда можно выйти и посмотреть просто на окрестности, полюбоваться Каринтией во всей ее красе. Вот видите, это музей. То есть там наверху не было дворца, не было каких-то вот таких для аристократов помещений. Там были казармы, и там все было подчинено военной такой цели. Там наверху этот замок был абсолютно автономный, то есть там собиралась дождевая вода, мы увидим колодец, там специально сделанный 20-метровый такой резервуар для воды, этой воды хватало надолго. То есть он выдерживал осады, там доходило там,
на многомесячные осады без каких-то, в общем-то, особых проблем. Да, вот этот резервуар для воды, и там сделан как бы колодец, чтобы из этой цистерны воду черпать. Итак, все, Пуша пошла наверх. Вот она, вот она, вот бедное дерево. Вот. И она взобралась. Вот. А теперь надо дать приз тому, кто объяснит, зачем она туда забралась. Объяснить ей, потому что она сама точно 100% не понимает, а зачем она туда взобралась. Ну, вот такие у нее подвиги. Они как бы очень героические, но не всегда обдуманные и осмысленные. И вот она сидит. Сейчас кошка Пуша должна некоторое время себя демонстрировать. А потом ей придется думать над тем, как, собственно, ей оттуда слазить. То есть мы кошку Пушу периодически снимали во время ее подвигов. А вот это небольшой анонс. В одном из следующих роликов вы увидите вот эту гору, наверху руины, которые сейчас восстанавливают. Это виноградники, это странная фигура. Ну, не знаю, какой-то муравей с рожками, не знаю, что это. Это винодельня, это дегустационный зал, и снизу написано Жак Лемо. Причем тут вот Жак Лемо с его часами к Санктфайту и к винодельне я расскажу вам в одном из следующих роликов. Ну, вот видите, Пуша уже все поняла. Она поняла, что снимать ее никто не собирается, и что ей предстоит тут на этом дереве пропадать. Вот, смотрите, что делает. Все дрожит, все трясется, веточки тоненькие. И просто у Пушки я даже не знаю, что она будет делать. Какой у нее есть шанс спуститься вниз. Но снизу травка, снизу земля. Даже если она сверзится отсюда, ну, в общем-то, это обойдется без членовредительства. Но у Пушки проблема. А мы стоим и за ней наблюдаем, включая котика Вилли, который стоит, смотрит на нее и думает, какая дура. Ну, мы, конечно, про Пушку так не думаем. Вот. То есть она там спотыкаясь, вот бедное дерево, мне, кстати, дерево очень жалко. Все-таки она спрыгнула. И спрыгнув, она пошла гордая приходить в себя и пожинать лавры. На этом мы закончим рассказ про очередной Пушкин подвиг. Вы в дальнейшем увидите еще немало подвигов, потому что она такая у нас героическая. А сейчас подпишитесь, пожалуйста, на канал и успехов!